Здравствуйте! Сегодня поговорим о новом цанговом патроне ER32 под конус Морзе 3 и набором соответствующих цанг. Проверим точность данного комплекта и немножко пофрезеруем. Данный патрон был прислан из Китая. Еще в момент публикации предыдущего видео я уже сделал заказ на этот патрон. Вообще я не люблю всяческого рода распаковки и так далее и тому подобное. Но тут так совпало, что я сам еще его не вскрывал, не проверял. Так, сделаем уже тогда это все на камеру. Как всегда, очень плотная, качественная упаковка. Помимо этой пластиковой штуки, все еще и снаружи было очень плотно упаковано. Здесь мы видим пакет, большое количество смазки. Вот так он выглядит. Патроны бывают под конус Морзе, как и все остальные детали, типа А и типа Б. Тип А — это лапка. В данном случае тип Б с резьбой на конце под шомпол. Вот такой НГФовский шомпол. Резьба. Да, резьба совпадает. То есть некий стандарт, которому подчиняется НГФ, все же есть. Как обычно, при заказе хотелось сэкономить, брал подешевле, в итоге получил патрон без ключа. Ключ еще предстоит или подобрать, или сделать. Также заказал полный набор цанг. Каждая цанга в индивидуальной упаковке, подписанные диаметры. Пару слов о том, почему я заказал именно 32-й, а не 25-й. В предыдущем видео я совсем забыл указать такой нюанс комплектации, как вот эта фрезерная головка. Если быть точнее, после многочисленных долгих поисков я выяснил, что это сверлильная, скоростная сверлильная головка с немецкого токарного станка FUF 250. Довольно качественная вещь. Есть лишь только один нюанс, помимо всех плюсов. Здесь нет посадки под конус. Здесь есть только вот этот цанговый патрон. По крайней мере, пока я его не разбирал, и конусных посадок я здесь не увидел. В полной комплектации вещь довольно-таки не дешевая. В моей же комплектации она досталась в довесок. Биение вот здесь, кстати, я замерял, составляло в районе полсотки. То есть качество соответствует немецким стандартам. Видимо, где-то была обломана или на металлоприемке, или еще где-то скручена. И вот после всего этого попала ко мне. Здесь была вот такая вот заглушка, видимо, от штатной чугунной посадки. Крепится она вот этим местом. То есть есть центровка и 4 винта. Поворот ее, насколько я понял, штатно не предусмотрен. Головка скоростная. Она работает до 8000 оборотов по характеристикам. Она идет с независимым автономным двигателем, который крепится рядом вот за этот ласточкин хвост. То есть буквально вот здесь рядом крепится двигатель, и через ременную передачу прямым приводом движение передается на патрон. Из косяков здесь нет вал шестерни. Казалось бы.
Но на самом деле здесь есть огромный плюс. Здесь есть выдвижение пеноли. Соответственно, головка реально является сверлильной. Ход очень небольшой, зато вообще никаких люфтов я здесь не наблюдаю. Состояние хорошее, несмотря на то, что здесь ничего не затянуто. Соответственно, здесь не хватает вал-шестерни. И также не помешало бы разобраться со шпонкой. Вот там внутри есть даже не шпонка, а штифт скорее, который ходит по продольному пазу. Так вот, есть какие-то несоответствия, но она в принципе сейчас в полуразобранном состоянии. Все никак не могут руки дойти разобрать полностью. Сейчас имеем такую проблему, что два вала, как можно видеть, они не сообщаются. Когда закручиваешь штифт, сообщаются они только в определенном диапазоне. То есть полностью движение не работает. Нужно будет разобраться, почему. Так вот, касательно цангового патрона. Здесь тоже цанговый патрон ER32. Именно поэтому сразу же было выбрано такое решение, как купить цанговый патрон ER32. Если все-таки у меня руки дойдут и я буду использовать эту головку как автономную для данного станка, то у меня будет один комплект цанг и для горизонтального, и для вертикального шпинделя. Это, согласитесь, удобно. Ну и кроме того, ER32 имеет значительно больший максимальный диаметр цанг, а это 20 мм, по сравнению с ER25. На данный момент я произвел уже полную очистку от консервационной смазки конуса Морзе внутри шпинделя. Ничего криминального там не обнаружилось. Следов ржавчины, по крайней мере глубоких, там нет. И это позволяет уже в полной мере устанавливать сюда инструменты. Что мы имеем? Данный цанговый патрон сюда без переделок не установится. Ну, как говорится, Краилова всегда ведет к Попадалову. Я даже и не ожидал, что все будет идеально. Переходим на токарный станок. Я уже снял патрон, оставив планшайбу. Она в данном случае не помешает. Установил цанговый патрон в конус Морзе 3 внутри шпинделя. Сейчас раскручу гайку и обезжирю полностью от смазки внешнюю часть патрона, для того, чтобы можно было заклеить резьбовую часть и внутренности малярным скотчем, чтобы туда ничего лишнего не попало. Резьбовая и внутренняя часть патрона заклеена. Теперь можно приступать к обработке. Посадочную часть здесь нужно проточить на 5 мм с диаметра. Сейчас это 40 мм и 0,2. Сточить нужно до 35 мм. Из какого металла изготовлен этот цанговый патрон, конечно же, неизвестно. Но есть мнение, что китайцы хорошо закаливают сталь, из которой изготавливают режущий инструмент. Так что этот процесс обещает быть интересным. Как видите, вполне неплохо берется.
Только для этого я слегка изменил угол заточки у пластины. Операция вполне выполнима. Конечно же, такого качества поверхности не получится, так как это, скорее всего, шлифовка. Либо очень точный станок ЧПУ на очень маленькой подаче, так как здесь даже не видно фактически дорожек. Но сгрызть, так сказать, часть металла вполне реально. Установил очень маленькую пластину по нержавейке с радиусом на вершине всего 0,4. Вот для таких случаев не будет лишним уменьшать подачу менее допустимой стандартной на ТВшке. То есть это 8 соток наоборот. Сейчас у меня стоит меньше. Для финальной обработки использовал вот такой игрушечный резец 12 мм. Обычно я такие на данном станке не использую. Обычный резец у меня 16 мм. Или даже вот такой, переделанный из огромного советского. Конечно, если сравнить размеры, тут сразу все становится понятно. Этот резец я покупал не для станка. Возможно, в будущем я сделаю так называемую летучую фрезу. Вот такая штука получилась. Не стал полностью выводить вот эти лыски, чтобы иметь возможность зажать в тиски этот патрон без сильного повреждения внешней поверхности. Я решил сделать разрезную втулку из вот такой водопроводной трубы. Установился в фрезерном станке.
разрезная втулка, тиски. Пока не было оснастки, откатался по остаточной части пояска. Без особых стараний, в районе сотки. Соответственно, потом разверну, и нужно будет также откататься. Главное, чтобы китайцы до меня не ошиблись. Я думаю, в данном случае эта сотка вообще никакой роли не сыграет. Если вам вдруг показалось, что я делаю все абсолютно на сухую, это не так. Просто не хочется заливать станок. Я периодически, практически постоянно смазываю зубья самой фрезы. Просто это не попадает в кадр. Фрезеровка закончена. В итоге я применял вот такие, сначала вот такую, потом вот такую подкладки. Буквально подобрал подходящие по размеру. Для чего? Вот это кольцо имеет слишком маленькую длину. И несмотря на то, что фрезой я прохожу прямо рядом, фреза постепенно уводит зажимаемую деталь. Чтобы этого не было, вот эти подкладки я подставлял сначала под необработанную часть с обратной стороны, потом уже под обработанную, поэтому она большей толщины. И получил более-менее сносную поверхность. По крайней мере, болгаркой я бы так не обработал. Из минусов. Ведь этот патрон я покупал, опять же, для проверки, так как я не увидел, чтобы кто-то пробовал сфрезеровывать
такие патроны настолько глубоко. И мои опасения подтвердились. Потому что фрезеровка получается слишком глубокой. Можно было, конечно, вот эту часть фрезеровать покороче. Скорее всего, на моем шпинделе хватило бы и более короткой. Но если у кого-то шпиндель не новый, да и со временем патрон будет уходить дальше в шпиндель, получается, что здесь миллиметра 4, 3-4 миллиметра уже находятся на грани. Я примерно прикидывал, точных расчетов я не производил, что если даже это произойдет, то произойдет в зоне, где нет основной поверхности прилегания цанги. То есть вот там внутри. Так и произошло. То есть буквально вот две точки, они находятся на грани. Там какие-то десятки, может быть, толщины металла остались. Так что подобная обработка при больших нагрузках не рекомендуется. Все-таки разумный предел для данного шпинделя — это патрон ER25, а не ER32. Ну, мои мотивы я уже объяснял. Подходил к этому делу обдуманно. Патрон покупал специально для эксперимента, так как это не основной патрон, который планируется для постоянного использования, то я думаю, что мне его вполне хватит. Тем более, что на НГФ вряд ли будут максимальные нагрузки расчетные для этого патрона. Сейчас я все это снимаю и уже наконец-то попробую примерить. Ну, из самого патрона уже напильником или шабером нужно поснимать фаски. Вот так происходит демонтаж оправки у меня. У меня тут возник вопрос, а как же должен стопориться шпиндель при затяжке и откручивании оправок в нем? Вот честно, ни разу не интересовался этим моментом, именно касательно НГФ. В моем случае это происходит банально установкой низшей передачи, то есть на переборе низший диапазон и ручка стоит на 125 оборотах. Опять же, в моем случае еще и установлен шкив на двигателе, очень маленький. Если он будет стоять стандартный, вал будет крутиться еще легче. Пока я находил время для съемки этого видео, соответственно, проведения самих работ периодами, ко мне уже пришел вот такой ключ. Обычный советский 55×60. Так вот, этот ключ на директ-лоте продавался под видом ключа для цангового патрона. Как бы я-то этот момент увидел, но так получилось, что у этого продавца я хотел купить совсем другую вещь. Этот ключ уже был куплен попутно. Стоимость этих ключей обычно составляет 50-100 рублей. За новый, конечно же. Этот был куплен по цене 250 рублей. Так вот, на самом деле, это, конечно же, обычный ключ. Ключи для цанговых патронов для современных выглядят совсем по-другому и стоят дороже. В моем случае так получилось, что посылку я у этого продавца уже формировал, и этот ключ мне пришел гораздо быстрее, чем бы пришел в Китае. То есть в Китае был бы еще и дороже. Но самым главным фактом в этом случае оказался немного другой момент. Китайские цанговые патроны
конечно же, стандартизированы. Но у меня есть вот такой вот немецкий цанговый патрон из все той же сверлильной головки. И диаметры у них отличаются. Как, собственно, и количество прорезей, форма прорезей. И в моем случае было бы совсем невыгодно покупать стандартный ключ сюда, так как пришлось бы тогда как минимум менять гайку на втором патроне. А гайки эти, кстати, довольно-таки недешевые. Примерно с ту же стоимость ключа. Этот ключ советский, разболтанный, примерно подходящий. Получается, что подойдет он на оба патрона. Вот здесь он касается вот этой точки. А здесь он касается практически концом. Главное, что он подойдет. Так что пока я остановлюсь на этом варианте. Снял лишние фаски и вставляем. Все сделано некими колхозными методами, практически на глаз. В итоге мы получаем здесь зазор порядка 3 мм. Также нужно будет подобрать сюда или изготовить втулку для демонтажа патрона. Также можно было сюда вставить втулку, зажать штатной гайкой и ничего нигде не выколачивать. Внутри шпинделя были непонятные следы, то ли от консервации, то ли ржавчины. Внутреннюю часть прошел вот такой разверткой. Не то чтобы прошел, просто подчистил. Теперь все-таки хочется замерить точность изготовления шпинделя. Установил все тот же китайский индикатор. Какова его точность, мне неизвестно. Но, по крайней мере, написано, что 100. Измерение конусов шпинделей я произвел лишь для того, чтобы в итоге проверить объект данного видео, а именно цанговый патрон. О их точности можно услышать разные мнения. Кто-то говорит, что очень некачественный, кто-то говорит, что качественный. Ну, естественно, мне хочется проверить свой экземпляр, особенно после его мучительной фрезерной обработки. Для моих целей этого хватит с головой. Диапазон колебаний составляет в районе 100. Индикатор, кстати, специально установил новый. Вооружился вновь китайским индикатором и нацелился на измерение внутренней части конуса. Да, нормальная у него точность. Вопросы могут возникнуть только к точности самих устанавливаемых вовнутрь цанг. Вообще, мне кажется, что точность у них может просто разниться. Поэтому и получается, что кому-то достаются хорошие экземпляры, а кому-то плохие. В моем случае мне повезло. Экземпляр более чем хороший. Забавно получилось. Я был в полной уверенности, что сейчас возьму новенький палец от мотоцикла. Прямо его распечатаю нужную цангу и проверю точность цанги вот этим комплектом. Но диаметр пальца 14 мм. Из всего набора цанг не оказалось только цанги на 14 мм. Самое подходящее, что я нашел в итоге, других пальцев у меня нет, это вот такая фреза диаметром 8 мм. По инструкции от китайцев
Эту операцию нужно производить именно в такой последовательности. Получаем вот такую конструкцию. В качестве фрезы я совершенно не уверен, да и диаметр маловат. Проверим. Ничего критичного не видно. Колебания в районе 2-2,5 соток. Скорее всего, это фреза, изготовлена не очень качественно. Краилово всегда ведет к попадалову. Ну, я думаю, уж вы это знаете. Так вот, в процессе всех этих манипуляций я заметил довольно досадную вещь. Вот так выглядит цанга с немецкого станка. Вот так выглядит цанга китайская. У китайской цанги есть специальная канавка, которая защелкивается в гайку, и при откручивании гайки цанга сама вынимается. Здесь подобной канавки нет, хотя геометрические размеры у них схожи. Судя по всему, этот механизм выпрессовывания цанг придуман гораздо позже. Но не это главное. Так выглядит гайка с китайского патрона. Здесь есть также канавка, проточка, для того, чтобы цанга защелкивалась внутри. Понятно, что в этой гайке с немецкого станка ничего подобного нет. Но ключевая разница здесь в другом. Как оказалось, гайки, да и патроны имеют разный внешний диаметр и разную резьбу. Гайка с китайского патрона, то есть, как и любая другая современная гайка, не подойдет на этот старый патрон. Диаметр больше. Так что просто взять и заказать сюда новую гайку не получится. Есть в этом всем и хорошая новость, что новые цанги совместимы со старым патроном и хорошо зажимаются в нем. Естественно, при этом приходится заниматься выбиванием или выпрессовыванием зажатой цанги вместе с инструментом. Я думаю, что альтернативным вариантом в данном случае может рассматриваться изготовление гайки под вот эту проточку самостоятельно. Но тут, конечно, нужна отделительная головка или хотя бы поворотный стол для аккуратного выфрезеровывания вот этих пазов, либо колхозинка вручную. Ну, для подведения итогов предлагаю профрезеровать паз вот в такой железяке, которую уже много кто видел при сверлении этого отверстия. Выбрана она не просто так. Я на самом деле подгоняю оснастку и тренируюсь для выполнения довольно конкретной работы с листовым металлом, то есть куда более большим фрагментом листового металла, чем этот.
Ну, как видно, с фрезеровкой малыми диаметрами фрез этот станок справляется просто отлично. Несмотря на то, что поперечную подачу я даже не поджал, никаких ступенек я здесь не чувствую. Хорошая ровная поверхность. Край этой железяки подкален, поэтому выходил очень долго. Ну и фреза это выдержала. Это радует. Ну а в заключение хочется сказать, что мой данный эксперимент все же удачный. Патрон установлен, точность его нормальная, жесткости для моих задач вполне хватит. Ну а всем, кто досмотрел до конца, спасибо за просмотр. До скорых встреч. До свидания.